Всем привет и добро пожаловать на очередной игровой обзор. Сегодня у нас на очереди Orbital Bullet, рогалик на 360. Это экшен-платформер с очень интересной механикой. Уровни в этой игре круглые, в форме колец. Таким образом вы можете подойти к врагу с одной или другой стороны. Это дает определенные тактические возможности. Например, есть враги, которых можно убить только в спину. После зачистки каждого уровня ваш персонаж передвигается на этаж выше или ниже, пока не дойдет до босса, после убийства которого отправляется на следующую планету. Вам на выбор дается один из 4 классов – наемник, поджигатель, инженер или мародер. Правда, в самом начале они еще недоступны и их необходимо разблокировать. Для этого нужно вроде пройти первый уровень полностью. Совсем уверенно не могу сказать, так как в одном забеге я прошел и первый, и второй уровень, и не совсем понял, за какой из них мне разблокировали классы, но не суть. Каждый из этих классов специализируется на определенном виде оружия. Например, инженер наносит больше урона энергетическим оружием. Но это ни в коем случае не исключает иные виды оружия во время игры. Может получиться так, что одни усиления на дробовики попадутся. Выпадет сильное оружие, и в таком случае есть смысл играть на дробаше. Также у каждого класса есть активная способность. Тот же инженер, например, может бросить турельку, которая самостоятельно будет стрелять во врагов. В игре есть соответственно 4 типа оружия. Они в основном разделяются на виды снарядов, которыми они стреляют. Энергетическое оружие, пушки, которые стреляют дробью, разные гранатометы и те, что стреляют стандартными пулями, то есть всякие автоматы, ружья, снайперки и так далее. Практически на любой вкус здесь что-то найдется, а по мере прохождения игры будут открываться еще новые пушки. Помимо оружия, здесь практически каждый аспект вашего персонажа прогрессирует после каждого прохождения. Вы будете находить различные ресурсы, которые нужны для улучшения перса. Для разблокировки пушек нужны будут фрагменты оружия, которые в основном падают из боссов. А синие кредиты вы можете найти в капсулах или после прохождения разломов. Ими вы прокачиваете ветку умений. Умения тоже делятся на 4 категории. Одно направление дает больше лута, второе дает хилки и щиты, третье усиливает вас при комбо-ударах, а четвертое сразу дает вам новое оружие в начале игры, и тем самым отпадает необходимость стрелять стандартным пистолетом. Также есть определенные задания. Например, нужно убить босса разными типами оружия. За выполнение таких заданий вам выдадут очки для разблокировки классовых умений ваших персонажей. По сути, такая система практически во всех рогаликах схожа. Вы играете, получаете ресурсы, умираете, тратите ресурсы на усиление, и это, в свою очередь, поможет вам в следующих заходах уже дальше пройти. Таким образом, даже у самых бесталантливых игроков начнет что-то дополучаться. Также есть ресурсы, которые действуют только непосредственно во время прохождения. Падает золото, которым вы во время игры можете закупаться в магазине, но оно пропадает после смерти. Персонаж после каждого убийства получает опыт и поднимает уровень. Это дает очки умения, которые можно потратить во время прохождения на свои скиллы, которые тоже всегда по-разному выпадают. В начале забега даются 4 рандомных скилла, и затем на каждом уровне к ним добавляются еще по 4. Также не забываем об усилениях. Их здесь тоже немало. Например, увеличенный крит-шанс, повышение количества жизней, кража жизней и так далее. Они могут выпасть просто во время игры, могут появиться в магазине или в виде награды за прохождение разлома. Кстати, о разломах. Уже упомянул их пару раз. Это такие красные порталы, через которые можно пройти и попасть в другой мир, где необходимо будет зачистить уровень, чтобы получить награду. В основном это кредиты, оружие или усиление. Не знаю как другие, но я при каждой возможности захожу в них ради бонусной награды. Игра сразу в начале предупредила, что лучше играть на геймпаде. Так я и сделал, и ни разу не пожалел. Управление очень интуитивное, и никаких проблем с ним пока не было. В целом я думаю, что игра стоящая. Есть, конечно, некоторые недочеты. Очень хотелось бы, чтобы добавили стимовские ачивки в игру. Сходу туда можно отправить все задания, которые надо выполнить ради очков классовых умений. Также надеюсь, что со временем появятся еще другие типы оружия и соответствующие классы. Можно было, например, добавить огнеметы или поджигающее оружие и оружие ближнего боя. На данный момент мне кажется просто, что контента не так много, и что его можно слишком быстро весь разблокировать. А многим после разблокировки всего контента игры становится уже скучно перепроходить уровни. Ну а так вроде ничего. Игра четкая, я доволен. Надеюсь, этот обзор был вам полезен. Постарался максимально обо всех аспектах игры рассказать. Если так, то я буду рад, если вы поставите лайк и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить мои видео о других новинках инди-индустрии. Пока.